корейской дорамной индустрии не первый год настоящий перегрев. Продюсеры бьют тревогу, выпуск серий сокращается, бюджеты замораживаются, а гонорары звезд летят в космос. И это уже не метафора. Если раньше звезда просила 100 миллионов вон за эпизод, теперь называется сумма в миллиард. Примерно $670 тысяч за серию. Кто именно требует такие деньги, никто официально не говорит. Но слухи пошли в народ. В соцсетях гадают, кто же этот актер, который тормозит целую индустрию. Один из телевизионщиков прямо сказал, почти каждый проект сегодня спотыкается об одно и то же – нереальные гонорары. То, что раньше стоило 100 миллионов, теперь оценивается в миллиард. Ситуация накалилась настолько, что в 2024 году продюсеры собирали экстренное совещание. Итог тревожный, идей полно, но снимать нечем, денег нет. Но откуда вообще пошел этот финансовый перекос? Ответ прост – Netflix. Когда платформа пришла в Корею, она начала предлагать такие суммы, от которых раньше никто даже не мечтал. Так появилась игра в кальмара и контракты с семизначными цифрами за эпизод. Для стримингового гиганта это инвестиции, а для местных студий – убийственная планка. Особое внимание тогда привлек Ли Чон Дже, звезда игры в кальмара. Некоторые источники утверждают, что ему предложили больше $1 миллиона за эпизод второго сезона. Ну а что, Netflix может себе это позволить, а вот корейские студии уже нет. Они просто не выдерживают конкуренции и отказываются от проектов, где гонорары выше потолка. По мнению экспертов, если актер реально приносит прибыль, пусть получают хоть $1,5 миллиарда. Но если результат не оправдывает цену, зачем платить больше? Все чаще звучит, нужны вменяемые расценки и новые лица. Без этого дорам будет меньше, а бюджеты продолжат исчезать. И да, в списке звезд с самыми высокими гонорарами одно из первых мест занимал Ким Су Хён. В 2021 году его имя гремело по всей индустрии. За один эпизод дорамы «В один обычный день» актер получил якобы около 500 миллионов вон. Это примерно $420 тысяч США по курсу на 2021 год. Эта сумма стала рекордной для корейского телевидения и сразу же запустила волну споров. Действительно ли актеры стоят таких денег? И во что в итоге превращаются бюджеты проектов, где такие гонорары норма? Свою карьеру Ким Су Хён начал еще в 2007 году, и за эти годы он успел сыграть десятки ролей, от легких романтических образов до глубоких драматичных персонажей. Он стабильно попадал в рейтинги Forbes, вошел в список 30 самых влиятельных азиатских звезд младше 30 лет, а в Корее считался гарантом успешного проекта. Но все это уже в прошедшем времени. После недавнего громкого скандала имя Су Хёна оказалось под бойкотом. Бренды разрывают контракты, а шоу с его участием вырезают из эфира. Хотя суда еще не было, актер уже несет репутационные и финансовые потери. И несмотря на то, что скандал уже потихоньку затихает, обсуждения все же продолжаются и вокруг его гонораров, и вокруг всей ситуации. А если вы сомневаетесь в обвинениях в адрес актера, считаете бойкот несправедливым или просто хотите поддержать Ким Су Хёна, загляните в описание или перейдите в записи моего YouTube-канала. Там есть ссылка, по которой можно проголосовать в поддержку актера. Актер уже занимает первое место в рейтинге, но ему важно удерживать эту позицию еще несколько дней. Если вам не все равно на судьбу Ким Су Хёна, то присоединяйтесь. Но вернемся к гонорарам. И вот еще одно имя, которое стабильно всплывает в списке самых высокооплачиваемых звезд – Сон Джу Ки. Он давно зарекомендовал себя как один из самых разноплановых актеров в Корее. От «Потомков солнца» до «Винченца» его проекты стабильно становятся хитами. Экранные образы цепляют и зрителей, и критиков. В 2024 году его гонорар за один эпизод по сообщениям достигал от 300 до 350 миллионов вон. Примерно от 225 до 260 тысяч США по курсу на 2024 год. Особое внимание привлек сериал «Хроники Аздаля», где актер примерил на себя исторический образ правителя в разгаре войны за независимость и показал, что способен не только на романтику, но и на сложные драматичные роли с политическим подтекстом.
Согласно данным деловых изданий, еще в 2021 году за съемки в Винченцо он получил около 200 миллионов вон за эпизод. Но уже в следующем проекте «Младший сын магната» его ставка выросла до 300 миллионов. Только за 23 и 24 годы общий доход Сон Джук Ки, по оценкам, составил около 9,2 миллиардов вон. И все это за сериалы, без учета рекламных контрактов и зарубежных активов. Универсальность, узнаваемость и стабильные рейтинги – вот что определяет стоимость актеров в Корее. И Сон Джук Ки как раз тот случай, когда высокая цена, похоже, действительно оправдана. Еще одно часто упоминаемое имя в списках звезд с самыми высокими гонорарами – это Хён Бин. Думаю, большинство его вспомнят по дораме «Аварийная посадка любви». Это именно тот случай, когда имя давно стало синонимом стабильности, профессионализма и актерского класса. В 2018 году в эфир вышел крупный проект «Воспоминания об Альгамре» с Хён Бином. Его гонорар за эпизод, по слухам, достигал $90 тысяч. А уже в 2019 году за роль в «Аварийной посадке» он якобы получил в разы больше. И это лишь подтверждает, как стремительно росли ставки в индустрии. По данным на 2024 год, его ставка за один эпизод составляла около 200 миллионов вон, примерно $150 тысяч США. При этом Хён Бин один из немногих, кто удерживает такие цифры без каких-либо скандалов. Никаких громких споров о гонорарах, никаких жалоб от съемочных групп, только репутация надежного и уважаемого профессионала. Он не мелькает активно в новостях, но каждое его появление на экране становится событием. Проектов немного, но все с хорошими рейтингами и высокой зрительской вовлеченностью. И хотя актер не самый громкий медийный персонаж, в индустрии Хён Бина ценят за выверенный подход, качественную игру и способность продавать сериал одной только фамилией. А вот из совсем свеженького это дорама 25 года «Когда жизнь дарит мандарины», в которой главные роли исполнили Аю и Пак Богом. В сети быстро пошли слухи, якобы оба актера получили рекордные гонорары по 500 миллионов вон за эпизод, а это около 346 тысяч США. Но продюсеры из Pain Entertainment эти цифры опровергли, заявив, что информация о гонораре Аю не соответствует действительности. Несмотря на споры, сама дорама уверенно удерживает позиции в мировых чартах, первое место в более чем 10 странах и статус одной из самых просматриваемых дорам на Netflix. Слухи слухами, а проект выстрелил. Среди актрис с самыми внушительными гонорарами Сон Хи Гё и Чон Джи Хён. Например, в дораме «Бойфренд» 2018 года Сон Хи Гё заработала по 100 миллионов вон за серию, а ее партнер по проекту Пак Богом примерно столько же. Но уже к 2023 году гонорары Сон Хи Гё удвоились. В сериале «Теперь мы расстаемся» и в хите «Слава» ее ставка якобы выросла до 200 миллионов вон за эпизод. Если верить отчетам, за 16 серий «Славы» актриса могла заработать около 3,2 миллиардов вон, то есть почти $2,7 миллиона. Рост более чем в 2 раза и ни одной финансовой драмы в прессе. Стабильно, эффективно, дорого. А вот Чон Джи Хён, еще одна звезда, чьи гонорары стабильно остаются в топе, за дораму «Через Сан» она получила около 200 миллионов вон за эпизод, примерно $168 тысяч США. После этого проекта актриса взяла перерыв, но, как пишут корейские СМИ, в 2025 году ее ждет возвращение в фильме с символичным названием «Буря». Несмотря на громкие суммы, Чон Джи Хён не попадала в скандалы, связанные с гонорарами, а вот личную жизнь немножко затронула. В 2021 году в сети вспыхнули слухи о разводе с ее мужем Чве Джун Хёком, якобы из-за измены. Актриса быстро отреагировала, слухи были опровергнуты, а агентство подало иск за клевету. Во время пандемии Чон Джи Хён пожертвовала 100 миллионов вон на борьбу с вирусом, что только укрепило ее положительный образ в глазах публики. В итоге высокая оплата, безупречная репутация и уверенное возвращение на экраны. Еще один яркий представитель звезд с внушительными гонорарами – это Ли Мин Хо. Его имя давно стало символом стабильного успеха в корейской индустрии. По данным 2021 года, актер зарабатывал около 75 миллионов вон за эпизод,
Это примерно 62 тысячи долларов США. А если учесть, что в одной дораме, как правило, 16 серий, итоговая сумма могла превышать 1,2 миллиона долларов за проект. Но это еще не все. Ли Мин Хо невероятно востребован и в несъемочной площадке. По некоторым данным, его гонорар за одно публичное появление может достигать 900 миллионов вон, то есть около 785 тысяч долларов. Что касается новой дорамы «Спроси у звезд», точный гонорар актера не раскрывается, но с бюджетом проекта в 50 миллиардов вон или 38 миллионов долларов США вполне можно предположить, что его гонорар был соответствующим. При этом Ли Мин Хо один из немногих, кого обходят стороной скандалы, связанные с доходами. Он продолжает уверенно строить карьеру, оставаясь иконой корейской волны и любимцем миллионов зрителей не только в Корее, но и по всему миру. Многие актеры берут перерывы, и некоторым не удается вернуться в индустрию кино. Но Ли Мин Хо с триумфом вернулся в мир дорам в 2018 году. Он сыграл главную роль в масштабной исторической драме «Мистер Саншайн», которая повысила популярность актера. Имя Ли Мин Хо давно ассоциируется с качеством, мощными сценариями и по-настоящему крупными проектами. За каждый эпизод «Мистера Саншайна» актер якобы получил около 150 миллионов вон. Это примерно 140 тысяч долларов США. А с учетом 24 серий, его общий доход составил не меньше 3,2 миллионов долларов. А вот настоящий финансовый скачок для Ли Мин Хо случился после участия в «Игре кальмара». После выхода сериала его стали называть самым обеспеченным актером в составе проекта. По данным ряда изданий, его состояние оценивается в 20 миллионов долларов США. Но на фоне таких цифр все чаще звучат вопросы, а не перегревается ли рынок? Ведь каждый крупный гонорар ложится на плечи продюсеров и подталкивает индустрию к нехватке бюджетов, заморозке съемок и рискам для новых проектов. А вот актер, который прошел путь от стремительного прорыва до уверенного удержания статуса звезды первого эшелона, это Джи Чжан Ук. Еще в 2013 году его гонорар якобы достигал 50 миллионов вон за эпизод. Это около 42 тысяч долларов США по тому курсу. И уже тогда это считалось внушительной суммой. Согласно более свежим данным, за 2024 год его средний гонорар оценивается примерно в 50 тысяч долларов США за серию. Показатель стабильности, который удается сохранить далеко не каждому в быстро меняющейся дорамной индустрии. Хотя в 2023 году имя Чан Ука оказалось в центре внимания из-за конфликта между продюсерскими компаниями и телесетью KBS. Суть разногласий – гонорары за повторные трансляции его старых работ. Телеканал отказался платить, ссылаясь на статью закона об авторских правах. Сам актер при этом никак не участвовал в разбирательствах, но ситуация всколыхнула индустрию. Что касается последней его дорамы, это оригинальный проект Disney+, «Обратная сторона Каннама», точная сумма гонорара не разглашалась, но по данным издания Lifestyle Asia, за каждый эпизод актер получил якобы более 67 тысяч долларов США. Сериал состоит из 8 серий, а значит общий доход за весь сериал мог превысить 530 тысяч долларов США. И это без учета возможных бонусов за работу с международной платформой. Чжи Чжан Ук по-прежнему считается одним из самых уважаемых и профессиональных актеров в корейской индустрии. Он не фигурирует в скандалах, стабильно держит планку и выбирает проекты, которые находят отклик у многих зрителей. И еще один из тех актеров, чье имя стабильно входит в элиту корейской индустрии, это Пак Сэ Джун. Он покорил зрителей ролями в десятках дорам, включая недавний проект «Существо Кёнсона», где, по информации СМИ, его гонорар составлял около 100 миллионов вон за эпизод. Это примерно 85 тысяч долларов США. Конечно, точные цифры зависят от условий контракта, уровня проекта, но тенденция очевидна. Пак Сэ Джун стабильно остается востребованной звездой с крупными ставками. При этом он практически не фигурирует в финансовых скандалах, разве что в 2023 году в центре небольшого спора оказался случай на премьере фильма «Бетонная утопия», где актриса Пак Ба Йон протянула ему ободок с ушками, подарок от фанатов. Пак Сэ Джун вежливо отказался, сославшись на прическу. Интернет моментально взорвался обсуждениями, но актер позже пояснил, что не хотел никого обидеть.
все случилось по недоразумению. Ситуация быстро забылась, а Пак Саджун продолжил укреплять свой статус, в том числе и за пределами Кореи. Так, в «Капитане Марвел 2» он исполнил роль принца Яна. По данным Animated Times, он получил за участие около $200 тысяч США. И это при том, что его экранное время составило всего 2-3 минуты. Актер отметил, что его персонаж играет важную сюжетную роль и, возможно, еще появится в будущих проектах киновселенной Марвел. Такой выход на мировой рынок – это еще один шаг вперед в его карьере. И, конечно, нельзя не упомянуть еще одного титана корейской индустрии – это Ли Чон Сок. Актер давно закрепился в списке самых узнаваемых и высокооплачиваемых звезд Южной Кореи. Он прославился благодаря сильным ролям как в дорамах, так и в полнометражных фильмах. По данным ряда источников, его ставка за эпизод достигала 100 миллионов вон. Это около $85 тысяч США. Хотя, как у большинства звезд его уровня, точная сумма зависит от конкретного проекта и условий контракта. При этом вокруг гонораров Ли Чон Сока не было крупных скандалов, наоборот, актера чаще обсуждают как пример для подражания. Он активно занимается благотворительностью. Например, в конце 2021 года пожертвовал 100 миллионов вон детскому фонду «Зеленый зонтик». Средства пошли на поддержку подростков, выходящих из детских учреждений и пытающихся начать самостоятельную жизнь. Ли Чон Сок подчеркнул, что он надеется помочь детям получить образование и необходимые сертификаты, чтобы сделать уверенный шаг во взрослый мир. А его участие в дораме «Большая мышь» или «Болтун» в 2022 году принесло не только зрительское признание, но и серьезный доход около $50 тысяч США за эпизод. Поскольку в сериале 16 серий, сумма за весь проект составила примерно $800 тысяч США. За эту роль он также получил главную награду Гран-при на церемонии MBS Drama 2022 года. Надо отметить, что в Южной Корее такие премии – это прежде всего символ признания и престижа, а не денежное вознаграждение. Но именно это и делает эти премии особенно ценными. А в 2025 году Ли Чон Сок вернется на экраны в новой дораме «Район Сучхо». Главную женскую роль исполнит Мун Га Йон, та самая актриса, которая недавно порадовала зрителей в дораме «Этот парень – черный огненный дракон». Премьера с Ли Чон Соком и Мун Га Йон обещает стать одной из самых громких в летнем телесезоне. Но вернемся к гонорарам. Самый молодой участник списка звезд с внушительными гонорарами – это Чха Ину. Он не только востребованный актер, но и участник популярной кей-поп группы Астра. В свои 27 он уже стал одним из самых многогранных и узнаваемых артистов корейской индустрии. Согласно внутренним отчетам Fantasia Music, его доходы росли буквально на глазах. В 2018 году он заработал 1,37 миллиарда вон, около $1,2 миллиона США. В 2019 году уже 2,54 миллиарда. В 2020 году почти 2,6 миллиарда вон. Это более 2,4 миллионов США. Такие цифры подтверждают не просто популярность, а настоящую рыночную ценность. Звезда востребован и на экране, и на сцене. Кроме того, Ча Ину вошел в глобальный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Instagram, где его рекламный пост стоит в среднем $274 тысячи США. Несмотря на громкие суммы, он остается далек от скандалов, за исключением эпизода весной 2020 года, когда в разгар ковид-ограничений его заметили в баре в районе Этвон. Волна критики в соцсетях не заставила себя ждать, но актер публично извинился, написав от руки письмо, в котором признал ошибку и поблагодарил поклонников за понимание. Фанаты оценили его искренность и зрелый подход, и история быстро осталась в прошлом. Сегодня Ча Ину – один из немногих, кто успешно совмещает музыку, кино, рекламу и при этом сохраняя позитивный образ и доверие публики. Он не просто молодая звезда, он уже давно полноценный игрок высшей лиги. И, конечно же, в списке актеров с быстрорастущей популярностью и впечатляющими гонорарами нельзя обойти стороной одного из главных молодых звезд последних лет – это Сон Кан. После 3 сезонов дорамы «Милый дом» он стал настоящим символом новой волны корейских актеров.
Проекты с его участием стабильно попадают в топы стримингов, а его имя уверенно закрепилось в списке самых перспективных артистов. По разным данным, Сон Кан получил около 50 миллионов вон за эпизод, это примерно 42 тысячи долларов США. Точная сумма гонорара за «Милый дом» не разглашалась, но по отчетам 2024 года общее состояние звезды оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Важно, что при всей медийности актера его имя ни разу не всплывало в скандалах, связанных с финансами или контрактами. Сон Кан остается примером сдержанности и профессионализма, что в современной индустрии, перегретой спорами о деньгах, дорогого стоит. Правда, мнения критиков о его актерской игре разделились. Кто-то отмечает недостаток глубины в эмоциональных сценах, но фанаты в ответ говорят об очевидном росте. Каждая новая роль – шаг вперед. Сейчас актер проходит военную службу, но интерес к нему не снижается. Зрители с нетерпением ждут его возвращения, уверенные, что Сон Кан еще покажет себя с новой стороны и продолжит уверенно строить карьеру в киноиндустрии. А теперь давайте обратим внимание на одну из самых узнаваемых и уважаемых пар в южнокорейском шоу-бизнесе. Это Чан Донг Гон и Ко Сайон. Это не просто актер и актриса, это настоящая элита индустрии, чьи гонорары, рекламные контракты и особенные инвестиции вызывают немалый интерес, как у журналистов, так и у широкой публики. По состоянию на 2024 год состояние Чан Донг Гона оценивалось примерно в 15 миллионов долларов США. За участие в рекламных кампаниях его гонорар, по некоторым данным, доходил до 800 миллионов вон. Это около 710 тысяч долларов за контракт. Что касается его ролей, то в дораме «Хроника Аздаля», одном из самых дорогих телепроектов Южной Кореи, бюджет дорамы составлял около 45 миллионов долларов США. Имя актера фигурировало среди ключевых. И хотя официальные данные о гонораре не раскрывались, учитывая его статус, можно с уверенностью сказать, что сумма была на уровне самых высокооплачиваемых звезд. Его супруга Ко Сайон не отстает. За рекламные съемки она получала до 700 миллионов вон, порядка 620 тысяч долларов. Но самое интересное – это их совместные инвестиции в недвижимость. По сообщениям прессы, пара владеет объектами общей стоимостью около 600 миллиардов вон. Это почти $500 миллиарда долларов США. Именно такой пример показывает, как талант, слава и бизнес могут не просто сосуществовать, а усиливать друг друга. Ну и завершает нашу подборку актер, который в 2025 году уверенно ворвался в топы обсуждений – Пак Хён Сик. За главную роль в дораме «Остров сокровищ» точная сумма его гонорара официально не раскрывалась, однако по информации ряда источников, именно благодаря этому проекту Пак Хён Сик мог стать самым высокооплачиваемым актером Южной Кореи, вытеснив с этой позиции даже Ким Су Хёна. Дорама собрала высокие рейтинги, и имя актера не сходило с заголовка. Слухи о том, что он теперь возглавляет рейтинг самых богатых звезд Кореи, лишь подогрел интерес к проекту и к самому актеру. Хотя стоит напомнить, данное состояние звезд зачастую остаются лишь приблизительными оценками, а не подтвержденными цифрами. И, кстати, на фоне разговоров о высоких гонорарах все чаще обсуждается еще один острый вопрос – разрыв в оплате между актерами главных и второстепенных ролей. Например, в дораме «Расплата» актер Ли Сон Гюн получал по 200 миллионов вон за эпизод, а его коллеги второго плана всего 100 тысяч вон. Такой контраст вызывал горячие дискуссии о справедливости в индустрии и о том, кто действительно формирует успех проекта. Но именно такие истории поднимают главный вопрос индустрии. Почему между гонорарами главных и второстепенных актеров иногда пропасть в десятки, а то и в сотни раз? Ведь, как показывает практика, один слух или цифра в заголовке может спровоцировать целую волну обсуждений, размышлений о справедливости и даже поставить под угрозу съемки очередного хита. Так что пока одни звезды становятся миллионерами за одну серию, другие остаются в тени, несмотря на не меньший вклад. И пока дорамы продолжают покорять зрителей по всему миру, внутри индустрии продолжают кипеть страсти, где каждая цифра имеет свое значение. Стоит понимать, что все озвученные суммы – это в основном оценки, ни один контракт не выносился официально на публику в полном объеме.
Но даже этих оценок хватает, чтобы вызвать бурю споров в обществе. Ведь разрыв между гонорарами главных и второстепенных актеров, а также гонораров от местных и международных кинокомпаний настолько колоссален, что ставит под сомнение сам принцип справедливости в индустрии. Пока одни получают сотни тысяч долларов за эпизод, другие снимаются за символичные суммы, иногда не покрывающие даже базовые расходы. И проблема не в самих актерах, а в системе, которая десятилетиями выстраивалась вокруг парочки громких имен и баснословных контрактов, ради которых режут бюджеты, сокращают серии, а от свежих сценариев отказываются еще на стадии обсуждения. И это не мои слова, это слова людей, которые собирались на тревожном совещании. Все больше топ-звезд уходят на проекты Netflix или международные стриминговые платформы, где бюджеты выше, а контроль со стороны корейских продюсеров слабее. В результате местная студия теряет актеров, зрителей, контент, а корейская киноиндустрия – устойчивость. Корейская дорамная индустрия – одна из самых влиятельных в мире, но если не найти баланс между амбициями и реальностью, даже самая красивая картинка может рассыпаться по пикселям.